энергетическом поле или где находится эта точка, которая закрывает поток денег. И вы знаете, я готов ответить на этот вопрос. Я знаю, где находится точка или где находится это элемент, который закрывает поток денег у человека. В целом этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем быть богатым человеком. Но есть но. Это но заключается в том, что люди не верят. Не верят и очень напрасно это делают. Вот если бы кто-то когда-то поверил и начал бы всего лишь одно, то, что я сегодня скажу, применять прямо начиная с сегодняшнего или завтрашнего дня, то этот человек бы очень быстро, даже не со временем, а очень быстро приобрел бы высокое материальное благополучие. Ну, наверное, вы готовы услышать. Я сегодня с удовольствием готов поделиться этой информацией. Эта точка, она действительно существует. Эта точка, это момент, когда вам нужно рассчитаться. В том случае, когда вы рассчитываетесь, и до этого момента вы переживаете, или в момент расчета вы переживаете, или после момента расчета вы переживаете, это все ограничивает у вас возможность в дальнейшем зарабатывать много. Или вообще зарабатывать. Что я вам хочу сказать? В тот момент, перед которым вы должны рассчитаться, сделайте это, не думая об этом. Второе, в момент, когда вы рассчитываетесь, не думайте об этом. И третье, в момент после того, когда вы рассчитались, не думайте больше об этом совершенно. Если все три элемента вы будете использовать, не думать о том, когда вы должны рассчитаться, во время того, когда вы рассчитываетесь с кем-либо за что-либо, и после того, когда вы рассчитались за что-либо или с кем-либо, после этого старайтесь не думать вообще об этом. Старайтесь думать о чем угодно. О природе, о семье, о будущем, я не знаю, о чем хотите, думайте. Так вот, в случае, если вы не будете этого делать и не будете обращать внимание в тот момент, когда вы рассчитываетесь, это фактически будет тем ключом, который откроет к вам огромный поток изобилия, и в вашей жизни все полностью изменится. Я знаю, какие вопросы сейчас начнут мне задавать люди. Они будут связаны с обвинениями. Как можно не рассчитываться, как можно не думать. Я считаю каждую копейку. А вот как хотите, так это и воспринимайте. Я хочу вам дать совет как эзотерик, как человек, добившийся достаточного материального благосостояния. Могу сказать, что данный метод, он абсолютно проверен, работает на 100%. Если вы будете его использовать в бизнесе, у себя в отношениях, в коммуникации себя в социуме, а также стараться использовать данный метод повсеместно, вы очень быстро, буквально за несколько недель, сможете обрести яркие результаты, в каком бы финансовом состоянии на сегодняшний день вы бы не находились. Поэтому запомните номер один. Я готов этот метод, наверное, озвучить. Он называется, я ему дам сейчас название, он будет называться метод устранения у человека препятствия зарабатывания денег или восстановления денежного потока. Вот так он будет называться. Я хочу сегодня задать вопрос. Скажите, в чем функция денег? Для чего вообще существуют деньги? Зачем они нужны человеку? Сразу же хочу дать ответ. Деньги, наверное, они необходимы для того, чтобы что-то на них покупать. Никто, наверное, не скажет мне обратное, что деньги нужны для того, чтобы не покупать, а чтобы их накапливать. Все равно в итоге деньги необходимы для того, чтобы на них что-либо купить. Поэтому можно сказать, что функциональная особенность денег заключается в том, чтобы на них что-то покупать. И тут сразу же хочу вам дать такой вот вопрос или задать вопрос. Скажите, когда вы подаете бедным деньги, то вы что покупаете у них? Или когда вы когда вы отдаете деньги бедным, или когда отдаете деньги нищим, скажите, что вы покупаете? Так вот, я хочу вам сказать, если особенность денег связана с тем, чтобы покупать, то каждый раз, когда вы отдаете свои деньги, знайте, вы взамен что-то покупаете. Даже в случае, если вы ничего не взяли, то вы все равно обязательно что-то заберете. Именно поэтому в случае, если вы подаете бедным или отдаете нищим, то вы фактически что-либо покупаете. Что это? Ну, возможно, вы покупаете у них болезни или невезение, возможно, нищету, возможно, какие-то драмы. В общем, перед тем, как вы начнете помогать деньгами кому-либо, я бы советовал немножечко подумать в данном контексте
рассматривать это с позиции вот такой эзотерики. Также хочу сказать, что сразу же, наверное, хотелось бы ответить на вопрос, а что же делать, если хочется помогать, неужели этого не стоит делать? Я могу сказать вам, как я поступаю. В случае, если я хочу кому-либо помочь, я стараюсь узнать, в чем основная проблема данного человека. Допустим, человек говорит, мне не хватает денег, я хочу приобрести какие-либо препараты. После этого я говорю этому человеку, хорошо, я тебе помогу. И после этого покупаю сам эти препараты и отдаю эти препараты в виде помощи для данного человека. Когда человек берет эти препараты, то я фактически у него ничего не покупаю. Я ему отдаю препараты, которые купил на свои деньги. То есть я это сделал для этого человека. Вот это является правильной помощью. А финансовая помощь, когда просто отдают человеку другие люди деньги, является элементом покупки. И очень часто люди совершают ошибку именно такую. По поводу эзотерических предметов или популярных предметов, которые можно дарить или не дарить, существует ряд людей, которые используют магию в ходе улучшения своей жизни. Допустим, вы, наверное, знаете, что очень часто люди просят соль. Соль является компонентом Земли, является минералом, которому соответствует элемент Луна. В случае, если у человека забирать элемент Луна или забирать у него соль, то у человека исчезает желание, мотивация, творчество и появляется лень. Таким образом, в случае, если человек-крадник решил у вас отобрать мотивацию, потенцию вашего мужа, возможно, там желание зарабатывать деньги, он может просто попросить у вас соль в вашей квартире, которую вы ему безвозмездно отдадите, и после этого этот человек сможет жить очень хорошо в жизни. Так очень часто крадники используют даже определенные слова. Допустим, слово «благодарю» можно расценивать крадником как слова, при котором он может сказать «хорошо, я забираю твои блага». И после этого через слово «благодарю» у другого человека можно отобрать все его блага, которые он имеет на протяжении жизни, которые он заработал. Или когда человек говорит «я люблю тебя», то человек говорит «хорошо, я принимаю». Через это он может забрать у другого человека большое количество везения в материальном смысле этого слова. То есть человек забирает фактически элемент магии денег, то есть забирает у человека деньги, забирает возможность зарабатывать эти деньги. Была одна история, одна женщина обратилась ко мне и говорит, жили с мужем хорошо и после этого разошлись. Она говорит, ну и у меня такая ситуация была, в этом участвовала моя подружка. Я говорю, а как это произошло? Ей очень понравилось мое обручальное кольцо, которое мне муж одел на пальцы. Она была холостая. Она говорит, мне очень нравится твое обручальное кольцо, давай ты выберешь для себя новое. Я тебе куплю, оплачу это новое обручальное кольцо, а ты мне отдашь свое старое. И после этого она так и поступила. Ее подруга купила для нее новое обручальное кольцо, а свое старое она сняла и отдала этой подруге. Так вот, после этого она разошлась со своим мужем уже в течение месяца, а ее подруга очень вышла замуж. Но вот так работают крадники. Если захотите, я смогу в дальнейшем эту тему очень активно развить. Сегодня я постараюсь еще и на вопросы поотвечать. Итак. По вопросу, Андрей Андреевич, как продать машину или как продать квартиру, так банально, это просто. Я не знаю, почему люди этого не видят. Мне иногда просто очень, для меня необычно, знаете, я не могу понять, почему мир не видит вот объективных таких картин жизни. Неужели это так наглядно все видно, и при этом человек все равно не хочет этого увидеть? Ну вот, допустим, как я рассуждал еще, я не знаю, 20 лет назад, наверное, как продать дом. Мои рассуждения выглядели приблизительно таким образом. Когда человек покупает, то тогда почему он покупает? Он покупает вещь, потому что эта вещь ему нравится. Можно сказать это. То есть я покупаю, потому что мне это необходимо и мне это нравится. Можно так сказать. А когда я продаю, то скажите, почему я хочу это продать? Потому что мне это не нравится. И это мне не нужно. Именно поэтому я это продаю. А теперь скажите, исходя из знаний эзотерики, где я обычно говорю о том, что подобное притягивает подобное, то у человека, который продает, он продает как ненужную вещь,
которая ему не нравится. И ее должен купить человек, для которого она должна быть нужной и которому она должна нравиться. Тогда скажите, может ли у них это получиться? Давайте сразу же скажем, нет, конечно, потому что когда кому-то не нравится, он продает, то должно и другому не нравиться, и он это не должен покупать. Таким образом, для того, чтобы продать машину, или продать квартиру, или продать что-либо, необходимо знать одно из условий. Вы должны вновь влюбиться в то, что вы продаете. Вам должно вновь это очень понравиться. Вы должны вновь считать, что это для вас важно и нужно, считать, что это для вас необходимое, вот обожать тот предмет, который вы хотите продать. В случае, если вы будете делать именно так, то у вас будет всегда большое количество покупателей на все, что бы вы ни продавали. Отсутствие продаж начинается в тот момент, когда человек считает, что то, что он купил, это никому не нужный предмет. Вообще это слова «никому не нужно», оно почему-то заселяется в головах у людей, которые не успешны. Они стараются найти идею, омрачить или заставить себя думать, что те предметы, те вещи или там то, что они покупают или пытаются перепродать, это никому не нужные вещи. И после этого, когда они об этом думают, то они считают, что если они им не нужны, то не нужны никому. И в этот момент начинается самая основная проблема с продажами. И после этого у человека не получается ничего продавать. Для того, чтобы у человека получалось продавать, он должен влюбляться в ту вещь, которую он пытается продать. Как эзотерик работает с другими людьми? Допустим, он смотрит на чей-то магазин, после этого говорит: ой, какой магазин красивый, красивые потолки. И как же мне хотелось бы, чтобы у меня были такие тарелочки, чтобы были такие продавцы, чтобы такие витриночки, и чтобы это было вот так. И после этого делает все для того, чтобы появилось ощущение, будто это очень необходимо и нужно людям. И после этого, естественно, такой товар будут покупать. Есть всего лишь изменить в себе настрой по отношению к тому товару, которым ты торгуешь, или по отношению к тому предмету, который тебе необходимо продать. И в этот момент тебя сами находят продавцы и сами находят люди. Конечно же, вот это слово «никому не нужное», оно самое опасное, самое ненужное и самое, наверное, вредное, которое может поселиться. Я его и считаю энергетическим эзотерическим вирусом. Я могу сказать, что данный вирус является еще и вирусом безбрачия. Это когда женщина не может выйти замуж.